Какое здесь солнечное место, как здесь спирейке нравится. Но вот этой розе не нравится. Это у меня последнее ведро после мытья пруда так и осталось. В общем, я тут решила немножечко попытаться ее все-таки обрезать. Где там этот инфекционный ожог, листики страшные. Кстати, я даже не поливала эту розу. Нет, совсем весной полила, а потом забросила. Подумала, ну все равно она уже никакая. Не знаю, пока не выкапываю, пока не купила сюда что-то взамен. Попробую так и быть еще раз этим. У нас Скор, вроде как такой препарат. Я пробовала им в августе, когда обнаружила резкое такое ухудшение. Но ничего не помогло. Ну, попробую еще раз. У нас вон в том домике жизнь. Там, видать, птенчики. Вот, кажется, воробушек прилетел. Смотрит. Сейчас будет кормить своих птенцов. У нас тут так полупасмурно. Вот, думаю, можно обрызгивать теперь или ждать вечера. Здесь у меня 3 кустика было посажено. Для того, чтобы как-то казался куст больше. Так, прям много ведер. Сюда вылила воды из пруда. Отсюда взяла. А вот смотрите, здесь у меня брус лежал, который после укрытия рос. И вот муравьи их прям в труху превратили. Пойду я, наверное, их отнесу туда, где гриль, где сожгем их в костре. Все-таки взялась за эту клумбу. Пытаюсь вырезать вот кусками геотекстиль. У меня тут бывает в 2-3 слоя. Смотрите, какая красота. Я еще до самих кустов не добралась. Но это буду сразу в пакет выкидывать. Здесь вон корни. Их нужно попытаться будет достать. На ближайшее, так сказать, время, ну не знаю, на этот сезон, во всяком случае, я оставлю здесь без геотекстиля. Потом все равно бы я хотела застелить, но сначала мне нужно убедиться до следующего сезона, что колосняк где-то еще не вынырнет. Здесь я обрезала, там в дальней части уже следующий. И вот тут, смотрите, вот эти вот корни, вот это я все буду тут, постараюсь выдрать, выкопать. Не знаю даже, как говорится, с чего начать. Вот давайте попробуем. Тут ради интереса. Предположим. Может случиться, что тут у меня... И знаете, что у меня тут еще какая проблема? На самом деле здесь же рядом этот клен. И вот эти корни, это уже от клена. Поэтому, вероятно, и эта роза страдает. Вот я сейчас их буквально прокалываю, наверное, насквозь, что не есть хорошо. Ну а что мне делать? Как мне их достать? Просто так я их не смогу даже выдрать. То есть я попробую вот так вот белые достать. И как будут появляться, буду опять тут рыхлить, доставать. В общем, целый год я буду теперь мучиться из-за того, что я решила посадить. Я впервые рада, что дождь во время садовых работ. Потому что мне было так жарко и тяжело. А надо хоть что-то сделать. В общем, весь геотекстиль до самой розы все убираю. Надо кусками его как-то резать. Вот, видите,
что у меня тут. Знаете, сами кусты на самом деле несложно выкорчевываются, потому что у них таких, так сказать, корней немного, то есть они не глубокие. Самые ужасные вот эти вот побеги. Вот, большой кусок достала. Руки грязные. Да, здесь маленький кусок оказался. А тут будет побольше. Ладно, высыплю, а потом переберу. То я так... Ой, там не разрезала. Ну и... Видите, не все так просто. Кстати, по поводу вот этого забора. Видите, он у меня как бы в щебенке. Поэтому он у меня уже столько лет здесь целый. А, знаете, это можно починить. Я вам потом чуть позже покажу. Все сама не доберусь починить, но надо. Уже в нескольких местах. Потому что ходишь, наступаешь, они не сами. Так. Голыми руками еще можно резать, а в перчатках что-то вообще не режется. Вот эти длинные хвосты мы сразу заберем. Вот видите, это уже ходы кротов тут под геотекстилем. Тут треснуло все, аж видите, как тут все. Ну, как говорится, без этого никак. Кажется, на сегодня хватит. Пошла я, значит, мыться. Ну, думаю, раз уж дождь, ладно. Помонтирую видео тогда. А выхожу из душа, смотрите, солнце и дождя нет. Ну, что-то мне так мараться больше не хочется. Я вот думала тут починить. Молоток притащила. Вот тут эти маленькие как бы скобы повылетели уже. Почему она так расходится? Потому что все время, когда я сюда наступаю, потихонечку, вот так вот она туда и давит. Так, ну я попробую. Конечно, это не очень подходящая, слишком маленькая. Вот такие получше, конечно. Но тут тоже пыталась, не получилось. Так. Сейчас получше, видите. Хотя бы, чтобы пока не очень сильно развалилось. Эти надо повбивать бы. Ну, сколько он простоял у меня? В 2015 году он был установлен. Вот 11-й год, да, наверное. 11-е лето. Мы тут с Аделей на охоту вышли. Суши-палочки взяли. Походу, это испанец. Вот так вот собираем. Вообще-то мы собирали их... Ой, лучше не смотрите туда. Мы их тут собирали еще когда светло было. Но вот решили выйти. Тоже какой-то подозрительный тип. Короче, там... Фу, не смотрите. Там их уже 3 дня собираю. Их там. А тут еще, кажется, кто-то... Вон, прям смотри, Аделя. Смотри. Какой жирный. Вот после этого как-то на суше вообще не тянет. Короче, этих испанцев тут мы наловили еще при свете. В общем, каждый день теперь ходим, собираем. Ищем. Вот так вот ищем. Вот видите, у меня тут этот забор из веток. И недалеко от него
Вот тут еще одного испанца нашли. Здоровый такой. О, смотрите. О, ой, какой. О. В уксус его. Мы маринуем, короче. Мы здесь уже их видели сегодня. Это червячок. Червячка не будем брать. Здесь я уже их собирала. Они вот прямо рядышком действительно с этим, с этим забором. Они, видать, оттуда выползают. Прячутся там. Ну, сейчас, наверное, уже... О, нет, вот есть еще один выполз. Видите? Вот он тут. Хоп. А, бедро потеряла. Оп. В общем, вот решили ночью выйти впервые. Так-то мы обычно при свете подумали, что и сейчас много будет. А пока что нет. Наверное, не успели еще. Знаете что? Говорят, что нужно эти арбузные корки. И вот тогда можно их на приманку уже ловить. И они будут все время туда приходить. У нас там в одном месте, видать, соседские кошки поймали птичку. И, ну, в смысле, она уже не живая. И я уже третий день туда прихожу. И большие испанские слизни там на этой птичке. Ну, там, возле забора практически не видно. Так, ну что тут? Я вообще-то особо ничего не вижу. Адель идет впереди, ищет. Я потом палочками их в маринад. Вот там. Ой, тут темно. Ой, там у нас где? Ой, темно, ладно. Короче говоря, там, где вот на этой вот клумбе, где у меня тут. Ой, видите, даже пионы видно. Короче, там, где картон, Ой, там мы их находили. И там был, и тут. Чего там? Коля. Где? Вот. О, лягушка. Где? Подожди. Вон же сидит. Да, вот сидит. Вот. Ой, я сейчас упаду. Привет, лягушка. О. Так, идем до картона. Может, там еще приползли. А что у тебя так темно? Моего света не хватает. Но тут мы их уже сегодня ловили. Ну, уже и нету. То есть вам надо было даже, знаете, снимать это дело при свете. А вот, смотрите, выполз еще один. Вот, видали? Вот я тут еще одного испанца нашла. Ой. Ой, он такой скользкий. Да? Вот они, кстати говоря, именно в этом месте мы их прямо несколько штук. О, еще на веточке. Вот, сейчас я его поймаю. Вот не очень-то я умею суши палочками пользоваться, конечно. О, видали, где они? Вот впервые в жизни мы с дочей собираем слизни. Вообще, честно говоря, у нас их раньше даже и никогда не было. В плане, были маленькие, такие, знаете, не больше, чем улитки. Как-то я их особо, не взять. Да как же его взять-то? Он скользкий. Зараза. Все, поймала. Вот. Так вот, и я впервые обнаружила 2 года назад большого этого оранжевого. И то, что значит я обнаружила? Он у меня на барной стойке там под навесом в беседке был. То есть, видать, птица какая-то притащила туда, ну или он сам туда заполз. Вот, кстати, сейчас только что мы когда вышли, первым делом увидели, по бетону ползет. Ну, представляете, в беседку ползет. Вот зачем ему туда? Ты куда пошла? Раньше тоже было. Да? Что-то я не хочу туда идти. Да? Да. Ну, давай. Мы тут к баданчику пришли. Хотим найти, кто же кушает наш бадан. Но пока... Так, суши палочки отложим пока. Но пока здесь никого нету. Вот. То есть еще не приполз, наверное. Но кто-то его прям кушает конкретно. Прям, ну все съели уже. И именно тот, который ближе к можжевельнику. Те, которые подальше, вроде более-менее живые. Видать, он кушает и быстро бегом обратно. Он может быть, знаете где? Он может быть вот в этих местах, где эти бревнышки.
запросто может где-то тут жить. Не, ну мы его поймаем. Мы еще раз выйдем посмотреть попозже, чтобы уже точно увидеть, кто мой баданчик жует. Ладно, придем попозже. Я прям тут и оставлю пока ведро. А потом придем. Так, это я тут. Вот еще один. Вот он, кстати говоря, вот, может, он на страже. Сейчас, смотри, придет сюда этот слизень. Ой, ой, ой. Придет какой-нибудь. Он его раз и съест. Ну, конечно, если испанец приползет, вряд ли он его осилит. Но молодец, ты молодец. Ты там на тулиток нас спасай вообще. Все, не могу больше. Не сажайте колосняк песчаный никогда ни в какие горшки. Не, делайте, что хотите. Просто я теперь избавляюсь от него второй день. Вчера дождь. Лопаты это вообще не вариант. Я вам сейчас покажу, что немножечко облегчило мою жизнь. Дело просто в том, что я боюсь, я не найду его весь здесь. И буду еще тут копаться, наверное, 2 года. Пыталась в интернете найти информацию, как ослабить колосняк песчаный. Но там информация только о том, как посадить, как ухаживать, даже как удобрять, представляете? Никак его не ослабить. Вот это вот красота, видите? И попробуй ее еще найди, да выкопай. И в компост ее не уберешь. Будет у вас потом компост вот из этого колосняка. То есть не компост, а колосняк вместо компоста. Так вот, насчет лопаты. Что хочу показать. Ну, он тут везде. Предположим, вообще надо подряд, конечно, ну ладно. Просто вот когда вилами, то есть он как бы тогда не рвется, не ломается, и его можно так подряд пытаться выкапывать. Ну, вот так вот. То есть то, что вот целым достается, чтобы не рвать. Знаете, я не копала землю вот в таком вот виде с тех пор, наверное, как когда-то картошку выращивала. Все, я решила, что больше никогда не буду ни землю копать, ни перекапывать, ничего. А сейчас мне приходится тут все перекопать. И знаете, что еще ужасно? Он вылез прямо в центре розы. Но там-то мне ж не достать. Так, предлагали мне, конечно, травить его гербицидом. Ну вот если я его рядом с розой, как вы думаете, на розу разве не попадет на корни? Вот, вот видите, даже не достать. Там что-то страшное внизу. Это вот каждый сантиметр вот так прокопай, что ли? Слушайте, ну вот зачем я себе столько работы сделала? Ну вот, только я разошлась. Понравилось мне наконец копать. Думаю, ну скоро доделаю. Вон я из дочиной комнаты. Я даже не высуну здесь телефон, потому что здесь нет навеса. Вон, видите, там пакет полный. Ой, опять ничего не доделала. Ну что, знаете как? Я когда начинаю монтировать видео, только начинаю, сразу дождь проходит. Наконец я скосила вокруг дома. Ой, тут тоже вода обратно льется. Смотрите, какой у меня тут насос. Ой, я прям хлюпаю. С каким тут давлением, а? Надо его как-то подальше. Сейчас перемещу. Сейчас покажу вам, что я тут все-таки предприняла. Вот, смотрите. Выкачиваю пруд.
Ну, где-то, наверное, 2/3 собралась примерно выкачать. Почистить все, что достану, эту нечатку. Видите, даже все мои эти нимфейки всплыли тут, вернее, оказались на суше. Это столько уже выкачалось. Да качается так буквально, я не знаю, ну полчаса, может чуть больше. В общем, так, хороший такой напор воды. И когда почищу, и как раз увижу, что где перемещу эти нимфеи гораздо глубже. Просто до сих пор не было не достать туда, а сейчас я могу смогу зайти. Вот такую вот вещь я предприняла, чтобы посимпатичнее сделать свой пруд. Прям совсем-совсем мыть я его не буду, но потому что уж очень много нечатки, столько всего сюда падало, и он не чищен тут столько. Вот маленький-то пруд я раз в год дно чищу, а здесь 23-й, 24-й, сейчас за 3-й год. И сколько сюда всего нападало, конечно, и листьев, и всего. Но сначала я немного в ведра наливала. Ну, кстати, сюда вот залилось столько воды. Ходила, поливала там розы. В общем, везде, где надо. Ой, смотрите, я ж начала тут переделку. Сколько могла, столько выкопала этого колосника. Вот здесь, видите? Какой-то такой контур. Надеюсь, вам видно. Здесь дорожка будет. Это у нас тогда овсец. Примерное сейчас место, не знаю. Вот розочку я эту почистила. Может быть, еще будет расти. Я подозреваю, что все-таки больше всего виновата вот этот вот клен. Знаете, как много там корней? Там все настолько в корнях. Вот этот корешок у нас не колосняк. Это вот как раз от дерева. Ну, то есть дерево так хорошо тут питалось. И когда была полная такая засуха, когда я в отпуске была, вот оно, наверное, совсем его добило. Так что не знаю, роза, хорошо ли это тут. А вот знаете, если вот взять эти вот такие вот розочки, которые я собираюсь в горшках выращивать, вот если сюда вот так вот штуки 3 поставить, так, на разном уровне, может быть, было бы и хорошо. Ну, либо спирею, видите, спирею все равно. Ну, тогда будет такая тут зона. Мне прям не снять, потому что я сама попадаю все время тенью своей в кадр. Я тут в купальнике, поэтому снять ничего не могу с собой вместе. Жарко очень. Ну, вот так вот. Вода все убывает. А грязи-то там сколько, вы не представляете. Тут я вручную немножко тину убирала. И потом я все-таки края пытаюсь мыть. Я, конечно, противник мытья была всегда. Но раз уж так запущено, вот так вот я пытаюсь вымыть эту грязь отсюда. Но вся грязь все равно не уйдет. Вот она где-то здесь, особенно вон между камнями, все равно где-то что-то останется. И когда воду буду обратно наливать, скорее всего, все это повсплывет, а потом опять осядет. Так что, как говорится, первый блин комом. Эх, тень бы над этим прудиком, тогда бы проблем было меньше. Ну что, вот так вот выглядит сейчас. Ужас какой, правда? Это у меня самое глубокое место, я туда с камерой не пойду. Еще подоткачаю и уберу всю эту грязь. Какой насос хороший, да? Смотрите, всю вот эту грязь. И тина даже не помешала. Ой, у нас уже вечер. Уже что-то 9:30, кажется. Я в купальнике тут до сих пор возилась. Замерзла. Пошла одеть хотя бы шорты с футболкой. Вот, видите. Вообще-то, так, вода выкачивается быстро. Это я просто шлангом тут мою. Много времени уходит вот на мытье всех этих камушек. Просто я их промываю и раскидываю туда, где они мне больше как бы нужны. Вот ту часть я не стала мыть. Ну, там растет, это как заводь такая. Вот более-менее постаралась тут.
И видите, я так по краям вот так вот подраскидала, то есть то, что будет сразу видно. Видите, вот эта часть у меня очень с уклоном. Не знаю, там очень много камней надо для того, чтобы они вот так встали. На самом деле, иначе просто все равно сваливаются. Там пару террасочек есть. Вот нашла для этой нимфеи террасу. Здесь немножко камень подставила. И там позади тут тоже такая небольшая как бы терраса. Ну вот, я думаю, сейчас на этот год этой нимфеи, наверное, хватит. Может быть, в следующем году можно было бы и поглубже опустить. Кстати, вот же две там вверху. Ой, про них я совсем забыла. Надо срочно для них найти какое-то тоже место. Что-то я действительно забыла про них. Кстати, помните вот эту фабию? Она так... Вот у нее уже листики появились. То есть она тут живая. Ой, она вон откуда появляется. Так надо даже поосторожней. Поосторожней. Вот так. Еще раз хочу вам показать. Вернее, прежде чем буду дальше мыть. Вот видите, там все как в буграх. Я больше чем уверена, что это у меня тут кроты пытались рыть. Может, еще будут пытаться. В общем, что не говорите, но такую массу воды они и то могут приподнять. Поэтому срочно нужно все сейчас выкачать, сделать и наливать воды. Ну, и нимфеи, чтобы оказались в воде. И чтобы кроты мне тут не понарыли к утру. Ой, вечер, совсем уже поздно. Ну вот так вот. Часть камушков осталась там где-то на краю. Нет уже никаких сил не убирать. Так, вот запомнить бы самой для себя, где что лежит. Так, в общем, тут вот нимфейку маленькую пристроила. Здесь одна большая, там вторая большая. Одна средняя, еще одна средняя. Сколько у меня их получается? Раз, два, три, 4, 5. 5 больших и 2 еще крохи. В общем, поставила заливать воду. Эх, ну что делать? Надо все-таки чистить. Видите, какой он у меня глубокий на самом деле? Я-то думала, он 80. Слушайте, сейчас принесу, измерю, пока еще есть возможность, насколько он глубокий у меня. Пришла в 2:30 ночи снимать. Ну, представляете, воды тут еще пока не очень много. Вот до этой террасы дошло. Вот это вот уже в воде. Вот самая высокая, вот эта вот малышка тут. Это уже в воде. Тут большая корзина в воде. Дальняя, я бы сказала так, где-то, ну сколько, часть в воде. И та тоже часть в воде. Темно. Ну вот. Я, наверное, воду все-таки сейчас выключу. Ну, потому что к утру-то уж точно налилось, но пускай насос отдохнет. Вот такие вот берега. И вот такое вот ночное тут видение. Сегодня 17 июля. Пойдем посмотрим, сколько воды налилось. Я утром уже насос включила. Ну, примерно час, наверное, льется. Вот, кстати, котовник почти отцвел. Вот, видите. Но в общей массе еще немного дает цвет. Так. Ну вот. Уже на нижней террасе появилась вода. Ой, там у меня мама на огороде. Пришла за своим огородом ухаживать. Так, ну давайте посмотрим. Все-таки более-менее. Конечно, сейчас вот эти камушки видно, все красиво.
Еще надо, конечно, много наливать. Вот эти вот деревяшки. Вот когда нижняя будет уже касаться наполовину воды, тогда будет пруд полный. Сантиметров 20 еще, самой широкой части. Я тут присматриваю, куда насос поставить. Знаете, я не хочу здесь делать фонтан, потому что все время забивается. У меня была идея куда-то вот в эту часть. Знаете, у меня ручной, как колонка ручная для воды. Когда-то пробовали использовать, но что-то она зимой замерзает, что-то не качает. В общем, там, где скважина, там и колонка была. И вот я эту колонку, вот она, правда, сейчас желтая, ржавая, либо ее такую ставить, либо ее в ржавый цвет красить, или что делать, не знаю. И хочу ее установить и через маленький шланг, чтобы тогда вода как бы сливалась через него в пруд. Вот хочу попробовать, получится или нет. Так, еще можно спускаться. Видите, у меня здесь была когда-то лесенка, я же думала, что я здесь буду спускаться, плавать здесь. Ой, нет, какой там плавать? Я плаваю только в идеально чистой воде. Но фонтанчик нужен, чтобы сохранять здесь лучше качество воды. Ну и нимфеи, надеюсь, когда-нибудь разрастутся. В этом году, может быть, вряд ли они так вырастут. Но смогу ли я сделать так, чтобы они перезимовали в той дальней точке? Или куда-то их вытаскивать, как-то сохранять? Еще пока не знаю. Хотела вам показать сейчас обед, 12:30. И вот посмотрите, вот эта вот часть пруда, где-то 2/3, она в тени. Ну, с утра она еще в тени была. В общем, довольно долго она в тени. В той части, где солнышко, там фонтанчик. Вот пруд должен быть хотя бы 2/3 тени, полутени. То есть не на таком солнцепеке, как у меня большой пруд. Из-за этого с ним тоже проблемы. Одной из первых причин. А здесь у нас как раз вишня все больше отрастает. Покажу вам, давно не показывала свою розу Амадеус. Ну, конечно, она не такая, как у многих всяких плетистой розы. Ну, я и так счастлива, что у меня в принципе розы растут. Вот, видите, так она тут у меня. И вот, знаете, что интересно? Я вчера подвязала вот эти вот базальные, ну, тут их, наверное, видно, надеюсь. Вот такие вот тут. И они были как бы, склонились. Хотя, знаете, дожди буквально недавно были. Потом, когда я этот пруд маленький мыла, я тут заливала это все. Но, видать, очень много нужно влаги. Я как-то редко всегда поливала. Ну и вот я полила с утра. И смотрите, как... Или нет, или вчера. Забыла уже. И уже сразу поднялись эти кончики. Так что вот тут всего один базальный побег, здесь даже 3. Вот такая моя розочка. Ну, меня она и такое радует. Конечно, хочется обильного цветения, но, как говорят, надо больше горизонталить, но у меня не получается. Либо надо действительно ниже делать всю эту арку совсем. Ну, так как я хотела с 2 сторон. Если бы это был один куст, его можно было бы по центру разделить туда и туда. Тогда, может быть, и больше бы рос. Да и солнца тут мало. Вот сейчас обед, видите, светит. С утра не было так практически. После обеда уже опять не будет попадать сюда солнышко. Начинают меня розы радовать. Флорентина потихонечку все больше распускается. Ангела красивая тут стоит. Ну и мои штамбовые. Кстати, я пошла сегодня тоже с утра, прям эти штамбовые тоже полила, потому что вчера я про них забыла.
Вот эта маленькая Тоскана, Гартенфрeude, как-то так. Вот она, конечно, очень тут красивая, обильно цветет. Мне прям очень нравится. Такие красивые цветочки. Маленькие, ну хорошенькие. Такой хороший уже шарик образовался, красивый. Эту я, посмотрите, я сюда одну железную, забыла как я, аллом, да, нашла аллом, вбила, ну хоть что-то, чтобы хоть как-то держалась. Надо бы немножечко поубрать отцветшее. А вот эта петуния все-таки не углядела, и она у меня погибла. Снаружи я их обнаружила, муравьев. Вроде бы им туда и гель положила. И здесь они не рыли. Но проблема в том, что они вон, видите где. Сейчас даже нет смысла ложить. В общем, погибла моя петуния. Но, смотрите, на этот раз выросла роза с нуля. Black Forest Rose. Так что я эту петунию отсюда сейчас уберу. И гель немножечко сюда все равно положу, для того, чтобы на эту розочку они тут не лезли. Ну вот, не получилось с этим кашпо здесь. В общем, в этом году, конечно, с муравьями просто кризис какой-то. Тут вот эту белую, здесь пока нормально. Кстати, давайте заглянем, вдруг там под горшком тоже что-то. А здесь у нас аспирин. Ну-ка, есть тут что-то. Нет, здесь тишина. Ой, а легкая какая. Срочно полить. Вот я вам с утра уже снимала. Сейчас дойдем до большого пруда. Он уже заполнился водой. Кажется, уже практически до краев. Ну-ка. Фонтанчик я просто включила без наконечника. Ну, вообще-то, да, еще чуть-чуть можно. Буквально несколько сантиметров еще можно. Вот так он сейчас будет у меня выглядеть. Сверху можно немножечко поубирать то, что насыпалось. Мусор этот. Вот как-то так. Я вам сейчас покажу. Вот в это место, где большие камушки тут. Куда-то сюда попытаюсь приспособить. Вот мои спирейки пошли хорошо тут в рост, уже цветут. А остальная часть таки не досажена. Вот моя колонка. Вот такая вот колонка. Ржавая, желтая. Вот хочу посмотреть, в желтом виде она там нормально будет. Хотя, знаете, она желтенькая. И у меня вот тут туйка желтенькая. Может, они сочетаться будут? Как вы считаете? Вот, представляете, обнаружила даже в этом тимьянчике муравьев. Уже, и думаю, что такое коричневое? А они тут уже роются. Сейчас я гель сюда положила сюда, ну, не знаю. Всем другим рядышком тоже положила, чтобы вдруг кого иначе погубят.
с утра была уверена, что пойду делать вот эту вот зону здесь дальше. Ой, а у меня этот насос дома, в общем, этот бачок расширительный, да, вот он постоянно там, как сказать, сдулся, включается, выключается. Пока искала контакты, кто бы мне пришел, помог, нашла, вот теперь жду человека, а потом здесь буду делать. Надо посадить эти овсецы. Овсецы. Правильно я говорю? Во множественном. Вот, кстати говоря, он уже, наверное, подсох. Надо, наверное, его полить, прежде чем посажу. А то скоро высохнет совсем. Идем мы тут недавно с дочей туда, к пруду. Я ей хотела кое-что показать. Она говорит, издалека прям как оазис. Ну, потому что вода чистая. А я хотела, чтобы вы обратили внимание вот на ту желтую колонку. Если туда пустить воду, она будет сбрызгивать, так сказать, брызгать по камням и в воду так вот падать. Решила такой один наконечник одеть. Кстати, это наконечник от насоса, который в маленький пруд. Ну, там куча всяких запчастей было, которые мне не нужны. И вот я сейчас его сюда поставил, чуть-чуть приподнял воду теперь. А и знаете что? Если честно, я собираюсь сегодня попробовать искупнуться здесь вечером. Дочь сомневается, говорит, вода ледяная. А я надеюсь, если к вечеру более-менее нагреется, вот прям так заходить я так. Вот я по этим камням зайду здесь. И у меня есть, знаете, такой надувной бублик. Я в этот бублик плюхнусь и чуть-чуть попробую здесь, так сказать, поплавать на нем. Если, конечно, холодная, может, я и не пойду. Но, с другой стороны, в бублике проще, наверное, чем просто заходить в воду. Тем более там скользко. Я как упаду, так и прям все. Не хочу падать. Знаете, я вчера, кстати, несколько раз навернулась, пока мыла. Сначала вроде ничего, так немножечко. Ну, а потом уже на бочок шлепнулась, потому что скользко. Ну, а потом так упала, что коленка и синяк, и болит, короче. Сильно подскользнулась. Это я вот все с вами болтаю, а мне все никак не дойти. Ой, вот до этого места. Ну все, пошла работать. Вот я тут создаю такой мини-рельеф. Здесь, где будут посадки, сделаю повыше. Там вот как есть. Может, чуть-чуть еще накидаю. Здесь будет дорожка. Вот так вот. Так, сейчас замерим ширину дорожки. Тут все на глаз. Так, ну сама у меня даже чуть ли не больше метра. Немножко. Но мне нужно еще такие бортики сюда загнуть. Небольшие. Сантиметров, наверное, 15. Значит, это уже 1,30 м как минимум, да? Сейчас посмотрю, что я здесь натворила. Да нет, все то же самое. Где-то 1,30 м примерно. Сейчас нарежем. Так, это у нас 2 метра ширина. Я не буду в длину. Я так буду кусками отсюда брать. 1,30 м примерно. Не очень важно, сколько ровно. А, знаете что? Чтобы было ровно, лучше с той стороны тоже 1,30 м, а потом сложить. Тогда уж точно ровно будет.
Так, надо еще такую же вымерить. Вообще, конечно, надо было лучше двойной. Можно, конечно, сюда картон положить, но по факту здесь же раньше ничего, ну, давно уже ничего не росло, кроме колосника. Так что ладно, буду стелить один слой. Вот только вечно я думаю, в какой сторону его. А кто его знает? Ладно, попробую так. Ладно. Так. Я почему-то решила гладкой кверху. Не знаю почему. Очень тоненький. 120 тут. Местами вообще просвечивающийся. Я возьму те, что чуть-чуть потолще. Сделала себе такой шаблончик, где-то 20 сантиметров. Но мне надо от 15 до 20 или там 15-22. Сейчас пока пилю по 20, а потом, может быть, покороче. Так нежно надо с ней обращаться. Она вырубается при малейшем нажатии. Ну, большое бревно точно не распилит. Надо как-то через канаву переехать. Моста, видите, у меня нет. Так, здесь самая пологая. Оп. Ну вот, приехали. Ну вот я вот эти бревнышки немножечко сюда вбиваю. Потому что я не выкапывала ровно. Ну вот геотекстиль у меня там быстро кончился. Ну, в смысле, потому что он короткий. Что-то я маловато загнула. И посмотрела, что вся земля будет прямо на моих этих чурочках. Поэтому я туда сзади положу такую полоску, чтобы немножечко сохранить свои чурки подольше. В общем, так, сейчас запрячу туда. Не споткнуться бы. Особенно вот тут, где высоко. И прижму здесь снаружи землей. Ну, вот что-то такое я тут изобрела. Сейчас чуть-чуть присыплю здесь сверху землю, чтобы видно было, как смотрится. Вот, хотела чуть-чуть, получилось как всегда. Так, тут в конце, конечно, еще не установлены эти чурочки правильно еще. Надо еще немножко подумать. Вот. И вот так вот собиралась я все это здесь укрыть.
Ну что, как вам мой промежуточный вариант? Еще не все готово, но вот 2 всеца все-таки я решила посадить. Потому что для них уже место вроде как придумала. 3-й я еще не посадила. Вот он здесь. Потому что он как бы на склоне сейчас. У меня здесь от больших тяжелых земляных работ сломался заборчик. Вот, кстати, нижняя часть довольно неплохо выглядит. Ну, в общем, я должна снова ее закопать сюда, в щебенку. Знаете, я так давно мечтала о дорожке, покрытой мульчей. Вот когда у меня еще своего сада не было, и мы ходили на всякие выставки садовые, там везде дорожки из этой мульчи. Мне так нравится по ней ходить. Я думала, ну здесь я хотя бы сделаю. Вот здесь буду теперь ходить по ней. Кстати, вот кто смотрит мой канал, вы, наверное, заметили, что у меня, по идее, нет прямых линий. Все все-таки какие-то дугообразные, но не прямые. Никому не пришло в голову, почему вот эта часть здесь, почему я ее сделала прямой. Можно же было красивую дугу сделать. Так вот в том-то и дело, что вот эту вот дорожку я еще планировала в 2023 году. То есть отсюда, вот где сейчас зеленая часть, должна идти полностью вот эта вот дорожка такая замульчированная. К моей изюминке, которой нету еще. Может быть, в следующем году все-таки сделаю. Завтра продолжу тут. Подчиню заборчик и доделаю. Надеюсь. Я там тоже, да? Ну да, папа. Там не надо, у меня слишком много вещей. Экстра снимаем, как Аделька пошла. А куда? Молоком, соком. А куда ты почапала? Есть? Да. Ты ей нравишься. Она так долго у меня на руке. Обычно бабочки боятся, подойдешь, они улетают. А это прям сама к тебе прилипла. А с тобой подружиться хочет.
Ну что, попробуем заняться фонтанчиком. Я тут купила шланг и вот такую важную штуку. Сейчас я выключу его, будем подсоединять. Кстати, видите, как быстро забивается, хотя даже чисто. Сейчас быстро сполосну, наверное. Хотя прикручу сначала то, что надо. Вот сюда будем надевать шланг и тащить его вон до того. Надеюсь, что хватит. Кстати, в шланге-то горячая вода. Честно говоря, даже обжигает. Это, наверное, градусов 60, ну 55 точно. Вообще можно, конечно, так открыть его еще. О. Вся убрызгалась. Ага, понятно. Так, ну что, сначала кабель протащим туда. Кабель, я сказала кабель, я имела в виду шланг. Так. Так, как бы его еще туда запихнуть? Сюда-то получается, а чтобы сюда его запихнуть, слушайте, тут еще нужно что-то придумывать. Так. Короче, сейчас буду искать приспособление, как этим все сделать. А, знаете что, может наоборот надо делать? Не получается с одной стороны, надо попробовать с другой стороны. Ну-ка. Главное его туда столкнуть. А, пошел. Вот это, блин, 8 метров, конечно, туда его пропихнуть. А, рука не влазит. Аделя, у тебя рука маленькая. Доставай. Ладно, я пошутила. Пошла палку искать. Нашла такую вот арматурину. Согнула ее. Сейчас посмотрим. Думаете, так просто все это, да? Вот зараза не идет туда. Не залазит рука. Как потом вытащить-то ее оттуда? Да что ж такое-то, а? Иди уже туда. О, достала. Но это, конечно, еще не супер здорово. Потому что... Во, надо пихать, а то я две дергаю, представляете? Одну пихаем, другую дергаем. Короче, я придумала тут такую фишку. Сейчас покажу. В общем, я купила В общем, я купила 5 таких болтов. Ну, как сказать, тяжесть. Теперь такой проволочкой привязала. Так, теперь я тут сейчас еще намотаю. Так, вот хочу кабель сюда спрятать. Кабель. Шланг. Так. Вот я сейчас прикручу вот это дело кверху на всякий случай. Так. Туда его. Вот сюда надо было камень какой-то. Так, сюда надо какой-то камень. Во, видали? Закрыла. А этот вернем сюда. Вот, следующее место будет здесь. У меня полный карман этих
гаек. Следующая гайка. Опять надеваем ее сюда. Конечно, если у вас есть идеи получше, как все это делать, вы мне скажите. А я... Вот, зараза, вышла. Так. А я потом тогда переделаю. Почему нет? Ой. Ну, в принципе, держится. Так. Так. Еще немного, еще чуть-чуть осталось. Майса, браку! Я! Ой. Что-то мне уже лень стало здесь подделывать все это дело. Я здесь просто под камни подсуну. Вот надо было мне здесь уголочек купить. То есть, чтобы не сверху соединять, а здесь надо было этот уголок купить. В общем, я здесь оставлю так, с запасом. Сначала. Страшно. Режем. Ну и что? Режем. Ножницы, конечно, совсем не подходящие. Ой, отрезала. Так, у меня по карманам все детали. Вот она деталь. Теперь спрашивается, где у меня отвертка. Но эту штуку мне в голову придет в воде крутить. Конечно, сейчас будет все-таки не идеально, потому что этот шланг будет торчать из воды. А вообще, нет, я его далеко бы не хотела убирать, именно потому что его чистить надо часто. Так, опс. Но если даже он криво встанет, в этом плане это не проблема. Действительно. Пока его как-нибудь так вот. Сейчас каким-нибудь большим камнем придавлю здесь. Попытаюсь тут одним камнем прикрыть этот шланг. Немножко грязный. Ну-ка, а может вот так? Сюда еще камушек. Надо смотреть, как лучше брызгается. Какой бы камушек туда красивый найти. Сейчас найдем. Так, сейчас попробуем отрезать. Плохие камни такие острые. То, что тут я так на всякий случай оставила. Теперь не знаю, как резать. Слушайте, не подобраться никак. Ну что, попробуем сейчас вместе с вами включить. Да уж, вау-эффекта не получилось. Так, у меня теперь такая идея возникла. Может быть, мне туда, к шлангу, знаете, такой как бы разбрызгиватель, что ли, ну, который как будто бы под напором брызгается вода. Вот тогда, возможно, было бы лучше, потому что если она просто льется, возможно, конечно, камнями можно немножко подкорректировать, но мне кажется, все равно должен быть эффект какого-то разбрызгивания. Сейчас я попробую что-нибудь с камнями сначала сделать. Короче, крутила, вертела, переставляла. Ну так, не очень-то. Очень хотелось добиться этого разбрызгивающего эффекта. Ну вот пришлось просто такой не очень-то симпатичный камень подставить. Надо поискать еще как-нибудь. Знаете, вот этот у маленького моего пруда, этот фонтанчик, вот там камень большой, я его случайно нашла. Поэтому мне просто повезло. Ну а здесь пока ничего такого не нарыла.
давно. Почти как в Испании. Чего ты как бревно? Да подожди ты, я сейчас... Слушай, мне палка нужна. Дай мне палку, мне к этому, к берегу прибило. Ой, хорошо-то как. Правда, тут этого солнышка нету. Я тут пройдусь. Слушай, мне какую-то палку надо, а то меня от одного берега к другому. Слушай, я за нимфею сойду? Ну прям как нимфея, правда? Ты тоже хочешь купаться? Хочешь? Ну скажи что-нибудь. Что ты молчишь, я с тобой разговариваю? Люди меня не поймут, скажешь, я с камерой говорю. Ну ты с ними говоришь. Нет, я с тобой разговариваю. Ты будешь купаться? Может быть, если я розовое полотенце получу. Я тебе уже его подарила, так и быть. Забирай. Только сначала мое синее принеси тогда. Ну что, Аделя, будем с тобой смотреть это видео когда-нибудь через 15 лет. Скажешь, мама в пруду купается. Недавно тут Нечатка плавала, а теперь я плаваю. Вот если бы жарко было, я бы себя еще поливала бы водой. Мне сейчас не жарко, но мне хорошо. Сейчас я оттолкнусь ногой. Круто так. Ну-ка. Опа. Ой, ну ты не сломай об камни это. Все продумано. Ой, ой. Не продумано. Так, я тут и не доделала, но притащила два других пенька. Вот самые красивые пеньки, это вот такие вот, смотрите, у них как бы как корни отходят. Вот тот, который у меня был позади, и здесь два новых поставила. Вот эту белую, не знаю, оставлять нет, здесь какую-нибудь свечку зажечь, а что, красиво будет. Там эту ветку убрала у розы, она все равно была непродуктивная. Ничего сегодня я тут не сделала, потому что я, видите ли, сегодня купалась в пруду. Подсыплю здесь мульчи, розочки. Да и обновить надо тут старую. Местами геотекстиль виден. Я здесь очень редко, когда вообще подсыпала. Чинить забор не из приятных. И даже лень встать уже. В общем, мне нужно канаву выкопать. Куда запихнуть этот забор? Я, правда, не уверена, что вообще он прямо где-то тут находится. Где-нибудь криво сейчас сделаю. Ну, в общем, как-то так. Ой, видите, даже наколенники надела. И не так мне, и не сяк. Знаете, когда делала, здесь было выкопано, геотекстиль постелен, поставила заборчик и щебенки засыпала и с той, и с другой стороны. А теперь и щебенка, и мульча, и выкапываю все это теперь. Ну вот, немножко сейчас ниже получилось, приподнять всегда можно, опустить очень сложно. Вот видите, если наступать, то оно все... Ой.
Сейчас чуть-чуть прижму и повыше приподниму. Я часть прям в ведро выкопала. Вот отсюда будет удобнее подсыпать. Ну, не идеально, конечно. Новый, конечно, проще устанавливать, чем ремонтировать старый. Но так, на первый взгляд, кстати, вот тут вот гораздо ниже, да, вот это вот. Надо чуть-чуть подвытянуть, и будет выше. Чтобы не смотрелось так странно. Ну-ка. Вот еще можно чуть-чуть потоптаться тут. Так, придавить. Можно и с той стороны тоже. Я немножко уже походила. Ну так, сикоси-накоси. Сойдет. Издалека не видно. Так, что, рассматривать, что ли, буду забор этот? Сейчас мульчи там подсыплю на камни. Такое странное, да? Здесь забор, там забор. Зачем дорожка? Это будущее, это перспектива. Смотрим тут вместе с Аделя и думаем, ну как-то ведь странно, да, все-таки забор перед дорогой. Будем вырезать? Зачем, я спрашивается, чинила? Теперь бы понять, какую обрезать. Отсюда, отсюда. Пока возьму так. Хоп, и нету забора. Здесь тоже. Здесь, кстати, не хватает этих... вот неправильно я обрезала. Надо было чуть подальше обрезать. Чинила, а теперь раз и все вырезаю. Все, нет забора. Его можно для декора использовать, может быть. Ну что, теперь будем мульчу сюда насыпать. Ну вот, все-таки привела в порядок, осталось только один офсет спалить. И все-таки мы так с Аделей решили, что все-таки убираем, да, смотрите, все-таки лучше. Ну пускай там, там это значит, что, да, видите, недоделано, раз там прохода нет, но зато здесь все-таки есть дорожка. Все-таки можно, как нормальный человек, пройти. Так, тут везде мульчи подсыпала, чтобы аккуратненько было. Ну, как вы знаете, камушки здесь, камушки там. Вот это белое, честно говоря, не смотрится. Ну, туда надо что-то другое. Аделя, говорит, видела какую-то ржавую. Вот, не знаю, как она называется это по-русски. Вот, если какую-то такую ржавую купить или что-то другое, или, я не знаю, обычного цвета дерева, вот белое, там ни к селу, ни к городу. Если бы тут еще что-то было белое, тогда да. Так, ну вот, теперь вот такой вот симпатичный уголок. Пячуть. Ой, на стульчик сяду как раз сейчас. Ой, лепота. Аделя там еще загорает. Ну вот, дорожка. Знаете, 2 года назад вот примерно такие же кустики колосника здесь были. Красота. Ну вот теперь, надеюсь, это-то не расползается. Этот колосняк у нас будет кочкой расти. И так как он зимостойкий, ну, примерно такого же цвета, растет. Ну, может быть, не такой высокий он будет вырастать. Так что, думаю, пойдет. Тут вот это вот одна розочка, это Chanda's Beauty. Из 3 что-то там выжило. Ну, да, чайная гибридная нет. Знаете, единственное, что, может, я уже говорила, я уже забыла. В общем, если ее пересадить в парник, оставить там, и когда там будет что-то отрастать, просто как срезочную розу, тогда может быть. Но вот здесь, в условиях суровой Эстонии, она не растет.
Слушайте, как вы смотрите на то, чтобы все-таки в тупике убрать забор? Стол у меня там уже стоит. Поставлю стол тогда уже за компанию. Как говорится, гулять так гулять. Так. Раз и готово. Надо принести этот, ну этот красный-то, помните, щелкала скобы, чтобы эту крайнюю обратно, так сказать, вернуть. Осталось понять, куда стол поставить. Вот прям сюда надо какой-то проход оставить. Если так, поставить и стул сюда. Здесь как бы тенек. Что-то типа такого, что ли. Не знаю, сейчас еще так чуть-чуть солнце попадает на меня. Кстати, здесь тоже неплохой обзор. Сидеть, смотреть. Вот оттуда дует только. Нет, сейчас хорошо, сейчас жарко. Нет, это еще не изюминка. Это еще не то. Ну вот, опять маленькие такие преобразования. Все-таки дорожка хотя бы логичная теперь будет. Насчет столика не знаю, так ли удобно. В общем, можно его еще покрутить, повертеть. Здесь вот немножечко тоже подкорректировала. Здесь не хватает мульчи. Дальше вот, кстати говоря, здесь вот у меня заросли. И когда-нибудь руки дойдут у меня придумать что-нибудь вот с этой вот зоной тоже. Тут ель большая. После обеда здесь сколько-то солнца попадает. То есть, может быть, в это место, кстати, мне вот пришла недавно идея посадить сюда эти гортензии. Прям несколько штук, чтобы все было белое тут, когда цветет. Отсюда красивый вид на самом деле. Я, кстати, вчера здесь попробовала срезать 2 шалфея. Один, значит, я срезала в 0. Вот так вот. Второй так. Вернее, сначала этот резала, мне было жалко. Думаю, ну, попробуем так. И рядом вот так. И посмотрим, что из них и как будет расти. Ну вот смотрите, я пруд начала мыть в четверг. К ночи я его помыла. В пятницу с утра еще доливала воды. И помните, я говорила вам, что тут вот одна нимфейка еще сантиметров 20, она под водой. Вот уже листики у нее сверху. Невероятно. Вот они на поверхности. 2 уже. Вчера еще не были. Еще сантиметров, наверное, 10 тянулось. То есть, я не знаю, 10 сантиметров в день как минимум растет. Вот только малышка еще под водой, но тоже пытается. Вот, видите, ей тоже несколько сантиметров осталось одному листику. Много всяких семян. Я не знаю, наверное, все-таки от березы. А кто его знает? Ой, как вчера тут было хорошо плавать. Ну, не то, что плавать, купалась я, да. На самом деле вода теплая. Ну-ка. Ну, да, теплая. Так что вполне можно. Только бы нимфеи тут не посломать. Вчера я вон у той нимфейки кусочек листика отломила. Махала тут руками.
Теперь бы не запустить бы этот пруд. Знаете, я раньше хотела полностью все дно выложить камнями. Но когда они вот такие большие, или их там очень много, то чистить, конечно, между камнями доставать немножко сложновато. В мелком пруду вроде не проблема. И вот если посмотрите, тут так, видно вам или нет, вот на краю с темным, на камнях или из-под камней так пытается нечатка начинать расти. Вот. Ее надо вот как, стараться собирать. И я подумала, что если у меня сейчас вот тут вокруг, здесь, где мелко, я могу вручную тут собрать, не давать ей разрастаться, то в глубине на камнях мне ее не достать. Если там даже и будет, кстати говоря, местами видно на пленке, прямо от пленки самой идет. Сейчас попробую вам показать. Так, не знаю, видно ли будет вам, может, ничего не видно. Я в камеру пока ничего не вижу. Ну, в общем, есть местами, где она как бы от самой пленки начинает идти. Ну, этим сачком было бы по вот этой пленке проще пройтись, достать ее по гладкой, чем я пыталась как бы с камнями. Через камни ее было не достать. В общем, нужно пытаться очищать, вот именно очищать дно, когда оно там совсем страшное. А здесь вот как была вся эта, ну, не, саму тину я чуть убрала, а вот там эта земля уже скопилась, знаете, вот, ну, прям грунт. Тут я ничего не стала убирать, тем более, что тут вот растут эти ирисы, и пусть растут, им же тоже питание нужно. Просто вот ту глубину мне не прибрать иначе. Но этот, смотрите, я вместе с вами экспериментирую. Про маленький пруд я могла вам рассказать уже на опыте 11 лет. А здесь вот сделала большой, на солнце, глубокий. Не убирала вообще дно. Хотя там первые годы я вообще все мыла досконально, больше, чем здесь. Я все камни прям отдельно вынимала, промывала. И пленку всю мыла, знаете, как пол тряпкой. Вот. Правда, на следующий год была страшная вода опять. Вот посмотрим, что здесь сейчас будет. Насос здесь 1500 литров в час. Там в маленьком пруду был 600, теперь 1000. И я вот думаю, что наверняка 1500 этого как бы, ну, для обмена воды, для кислорода, для воздуха, не знаю. Этого, наверное, маловато. То есть я подумаю, может быть, я бы сюда поставила помощнее. Но тогда и звук будет здесь такой. Хотя, знаете, тогда другой камень. Можно поставить попроще камень, от которого сильно не брызгается, и звук будет тогда... В общем, звук можно сделать таким, каким вы хотите. Потому что если просто будет литься об камень, об круглый какой-нибудь камень, вообще практически звука нет. Вот как я в начале, когда включила. Ну, а этот шланг отсюда-то было практически не видно. Да, конечно, если сюда подойти, его здесь будет видно. Но так ходить, специально разглядывать, конечно, все было спрятано, было вообще идеально. Ну, а если здесь нимфейки разрастутся, вообще не будет ничего видно. А вот посмотрите, я же буквально когда вчера, наверное, или позавчера я... Так, как-то вам отсвечивает. Вот. Видно, не видно? Короче говоря, он там немножечко уже, ну, подзабивается. То есть его надо вытащить, опять сверху буквально немножко водой промыть. Потому что если сильно забьется, потом ее, правда, не достать оттуда, из этих вот отверстий. Это самое интересное, что даже нимфею кто-то ест. Некоторые листики. Я не знаю, у меня и петунии едят, и бадан у меня съедают. Не знаю, какие-то голодные у меня какая-то голодная живность кругом. А знаете, какая мне еще идея пришла? Для того, чтобы в одном месте очень сильно не брызгалось, то есть здесь можно, ну, примерно так же оставить. Если поставить более мощный насос,
при выходе из насоса поставить такой, как сказать, тройничок. То есть один шланг идет сюда, а второй что-то подобное там сделать с другого места. Либо как, ну, как маленький фонтан, или просто вот как до того, как я установила вот эту вот колонку, у меня просто вода как бы бурлила. То есть можно сделать так. Тогда получается, что один насос, но он распределяет количество воды и в двух разных местах. Ведь на самом деле это, сколько у него там, диаметр, наверное, метров 5-6, наверное, да. Получается, что здесь вода движется, а где-то в тех дальних краях особо нет. То есть можно сделать так, чтобы и там двигалась вода. То есть так как насос там, и от него можно хоть в том же месте, хоть чуть-чуть отвести. Например, вот за котовником что-то сделать, чтобы сливалось. Там у меня как раз нимфей нету. То есть в двух местах, чтоб лилось. А что, интересно. Пойти покупаться, что ли? Можно немножечко почистить. Ну-ка. Угу. Так пособирать сверху. А, знаете, есть же такая вещь, как скиммер. Не знаю, я даже думала об этом. Может, мне тоже такой поставить? Будет вот эту вот всю, весь этот мусор сверху собирать. Пока это у меня тут сачок за скиммер. Мне надо точно выяснить. Это же все-таки очень даже поможет сохранить чистоту. Потому что все вот это на самом деле рано или поздно уйдет туда на дно. Превратится в землю. Вот, видите, и теперь я могу здесь ходить. Я как по верхней террасе хожу, там идет сразу спуск. Поэтому темное такое. Камней там нет. Я вон туда 2 камня больших оставила. Думала, они будут видны из воды. А нет. Нужно еще выше, чтобы было. Так это либо больше камней, либо камни сверху уже сложить. Вот, видите, сколько набирается. Хороший сачок такой. Большой, удобный. Тот у меня был маленький какой-то, узенький и короткий. У этой палка длинная. Вон я могу далеко-далеко. Я нахожусь, так сказать, на задней части пруда. Хочу запечатлеть, постараться увидеть, где какая нимфея. Во всяком случае, которая с этими, с табличками. Ну вот, мне, конечно же, так не видно, что там за сорт написан, наверное. Скорее всего, не увижу. А может и видно. Мне кажется, это белая. Вот она прям совсем белой смотрится.